Это видео может уничтожить вашу карьеру. Почему каждое утро вы, не выспавшись, лезете в давку общественного транспорта, чтобы большую часть дня делать не то, что хочется, а то, что сказали? Раньше я подавал какие-то надежды, а теперь только признаки жизни. Давайте разберемся, кто сделал так, чтобы половина вашей жизни вам не принадлежала. И самое главное, что сделать, чтобы разорвать этот порочный круг. 26 сентября 2014 года волонтеры организации «Альтернативы» тайком вывезли из Дагестана Сергея Хлевнова. 18 лет он пас скот и работал на кирпичном заводе. Сергей? Привет. А ты сказал, с кем ты выйдешь? А где он? Хорошо, давай садись в машину, поедем за ним. У него отобрали паспорт и из-за неповиновения приковывали к цепи и постоянно били. Вот, а как тебе, чтобы ты не сбежал с фирмы? А у меня цепи. Да, цепи такие тонкие есть, как на корову завязаны. Он пытался бежать более 20 раз. Это не 19 век и не эпоха колонизаторов. Это наша современная реальность. Что случилось с Сергеем и как он попал в эту ловушку, мы разберем чуть позже. Это же важно знать, как не попасть в рабство. Вам с детства тоже внушали, что вы способны на все. Нужно только приложить достаточно терпения и труда. Нео, ты избранный. Я великий ниндзя, который однажды станет Хокаге. ЕГЭ на 100 баллов, к которому готовятся чуть ли не со 2 класса, олимпиады и даже красные дипломы – это, конечно, хорошо. Но по факту в течение года после окончания вуза работу находят только 70% выпускников, и треть из них устраиваются не по профилю, а туда, куда взяли. Грубо говоря, 12% всех математиков и программистов у нас в стране идут работать во вкусная точка. Я до сих пор вспоминаю, как мне приходилось врать в резюме, когда я устраивался на первую работу. Приписал себе несколько лет опыта, потому что по-другому просто не берут. У вас тоже такое было? Есть, конечно, такие университеты типа Иннополиса. Это такой современный мегаобразовательный кластер, где 100% выпускников трудоустраиваются и получают по 5 офферов еще до окончания университета. Но это единственный такой вуз в стране. Поэтому это всего лишь исключение из правил. Не могут же все люди быть выпускниками Иннополиса. А если даже и предположить, что все бы учились там, то представьте, какая конкуренция среди студентов была бы. Как в Корее, когда, по сути, вся дальнейшая судьба студента зависит от одного экзамена. И, как итог, количество суицидов среди молодежи там почти в 2 раза выше, чем в остальном мире. Получается, что мечта о головокружительной карьере является заблуждением, которое мешает трезво оценивать обстановку и ставить себе реалистичные цели на жизнь. Зачем думать о будущем, если я могу быть кем угодно и когда угодно? Пойду стану стримером на Твиче. Ты больше миллиона зарабатываешь? Да. Так кому же выгодно внушать эти мысли о всемогуществе нам в голову? Тут явно скрыт какой-то заговор. Может быть, это какой-то хитрый план, как лишить нас последних денег? Я сейчас скажу, наверное, очень странную вещь. Но за нас и правда решают нашу судьбу, и делают это не родители, и даже не бабушки, дедушки, а он. Ой, извините, не тот портрет. Нужен, например, портрет министра образования. Точнее, там несколько министерств, например, Росстат и Минпросвещения. Госорганы на основании статистики и запросов крупных компаний заранее распределяют количество бюджетных мест в университетах, исходя из своих потребностей. Например, на 2025-2026 год их будет примерно 619 тысяч. А с 2024 на 2025 год было на 30 тысяч меньше – 592 тысячи. А обучающихся платно 750 тысяч. То есть больше половины всех студентов – это те, кто не смог поступить на бюджет, и тут нет их вины. Свобода выбора как бы декларируется. Учись хорошо и станешь хоть программистом, хоть врачом, но реальность, как всегда, беспощадна. Например, чтобы заниматься бизнес-администрированием в высшей школе экономики, нужно заплатить 850 тысяч рублей в год. А в принципе, средняя цена года образования по всей стране составляет в этом году около 230 тысяч рублей. Для сравнения, среднемедианная зарплата за 2024 год составила 56 443 рубля. То есть отучиться даже на какого-нибудь скромного учителя математики стоит больше 4 зарплат среднестатистического россиянина. И понятно, что при таких раскладах это могут себе позволить только 40% семей. Зачастую подростки в этой гонке за лучшее будущее идут не туда, куда хотелось бы, а туда, куда получилось. Потом разберусь.
Ну и, как вы понимаете, почти никто и так и не разбирается. По статистике, вероятность смены профессии после 25 лет падает почти на 70%. По сути, сделав не совсем осознанный выбор в юном возрасте, человек попадает в ловушку, и у него уже кредиты, ипотеки и, в принципе, деньги нужны. Работа уже зла, а выхода-то нет. И, как вы, наверное, уже знаете, чем дальше, тем становится хуже. Знаете, какие зачастую перспективы у 90% работающих взрослых у нас в стране? Если коротко, то никакой карьерной лестницы не существует. Вот устраиваетесь вы после института на работу, проходит год, другой, у вас идут повышение по должности, зарплата растет, и... Тут оказывается, что это не бесконечно. По данным Росстата, человек, закончивший университет в 20-24 года, достигает пика своей карьеры в 30-34. И дальше начинается спад. Вы можете возразить мне, а как же крупные компании, типа Сбера или Яндекса? Там же целые системы грейдов, можно бесконечно обучаться, сдавать нормативы и повышать себе зарплату и расти по должности. Это, конечно, здорово звучит, но только на бумаге. По факту корпорации делают все, чтобы выглядеть как можно престижнее в глазах окружающих. Реальные кейсы доказывают, что эта система грейдов ничего не дает, кроме раздутой бюрократии. Если почитать обсуждения на каком-нибудь хабре бывших работниках того же Яндекса или Сбера, то станет ясно, что система как будто специально усложняется. Например, при переходе на следующий грейд вам могут назначить 7 этапов собеседований, которые не гарантируют, что вы перейдете. Или при переходе в смежный отдел твой грейд откатывается на 1 пункт назад. В итоге происходит та же стагнация через те же 5-7 лет. Блин, мой первый геморрой вылез в 20 лет. Да пох, зато в IT. Блин, уже на хентай не встает. Да пох, зато в IT. Блин, неделю не мылся, прикинь. Да пох, зато в IT. Блин, моему парню не нравится, что я много работаю. Да пох, зато в IT. Напрашивается один очень неприятный вывод. С самого детства нашими жизнями и судьбами управляем не мы. Это прям реально какой-то заговор получается. Мы идем по запрограммированному пути и глобально никаких решений не принимаем. А если вдруг что-то не получилось, то виноваты почему-то именно мы. Нужно было больше стараться, правильно? Ну, я знаю, о чем вы сейчас подумали. Че за хрень, рабы раньше? Это оборвыши на цепи, и ничего общего у нас с ними нет. Но вы ошибаетесь. И вот почему. Как вообще можно сравнивать нас сегодня и рабов из прошлого? А знаете, кто это? Савва Морозов, один из богатейших людей Российской империи и выходец из крепостных. Его состояние насчитывало около 40 миллионов рублей. Это примерно в 3 раза больше, чем у царя Николая II. Или вот это. Это Бидди Мейсон, бывшая чернокожая рабыня, которая построила свой капитал, когда, по сути, у белых женщин даже не было прав. Такие примеры были во все времена. И они лишь показывают, что в любой ситуации находились крайне талантливые и удачливые люди. Я сказал нигер. На лошади. Его зовут Джанго, он свободный человек и может ездить где хочет. Посмотрите на эти цифры. За всю историю американского рабства из Африки вывезли около 12,5 миллионов человек. И из них около 3 миллионов не доплыло до Америки. Подобная жестокость всегда шла бок о бок с рабством. И повода выдохнуть и сказать, что вот, наконец, гуманизм победил и люди стали добрее друг другу, у нас нет. Рабство, как в 19 веке, сейчас нет только по одной причине. Оно стало невыгодно. И именно тогда появилась работа на удаленке. Да, не в пандемию 2019 года. Причем именно эта удаленка спасла от гибели целую Ирландию. Но об этом я расскажу чуть попозже. В 19 веке рабовладелец в среднем платил за содержание раба около $45 в год. По современным деньгам это около $2000. Вроде немного. Но тут есть 2 нюанса, которые вытекают друг из друга. Первый. Раб – это зачастую низкоквалифицированный рабочий. А второе – это то, что при высоком уровне автоматизации труд раба в сотни раз эффективнее заменяют машины. Да еще и их кормить не надо. Хотите знать, сколько рабов вы смогли бы себе позволить? Ну, смотрите, раб тогда стоил в среднем около $400. Ну, по современным меркам это около 16,5 тысяч долларов. Или 1 400 000 рублей.
Ну, примерно как новая Лада Веста какая-нибудь в базовой комплектации. А это живой человек, между прочим. С годами росла потребность в высококвалифицированных рабочих, которые должны обслуживать сложные процессы. И поэтому возникает гениальная мысль. Зачем содержать немотивированных рабов, которых к тому же нужно еще и кормить? Это мое рабочее место. Это мое рабочее место. Если работник может сам себя обеспечивать, он будет мотивирован и будет упахивать сам себя. Потому что если работать больше, то и получать же будешь больше. Да и вообще всегда можно дослужиться до самого главного начальника и какой-нибудь прочий бред. Ты только раб, Нео. Такое общество останется только правильно контролировать и направлять в нужную сторону. Оно уже само все сделает. Но, как вы понимаете, рабство существует и до сих пор. По данным Волкфри за 2021 год, 13 из 1000 жителей в мире являются рабами. Примерно 1 миллион 899 тысяч человек. Россия в этом списке на 8-м месте, а лидирующие строки занимает Центральная Азия. И рабами в современном мире становится довольно банально. В 1996 году моряк из Мурманска Сергей Хлевной прибывает по работе в Астрахань. Подожди, расскажи сначала, как ты попал в Астрахань. Ты работал там на флоте, да? Да, я перегонял судном на ремонт. Ему отдали. А ты его родного Мурманска, я понимаю, правильно? Да. А на их не приписки это судно было. И мы отдали. Нам деньги заплатили, надо было ехать домой. И вот ты перегнал в Астрахань судно и уже получил деньги. Да. И собирался ехать домой. Да. И тут что случилось с тобой тогда? Там, короче, мы выпили. Ладно, девки тоже. Ну, обмыли зарплату, понятно. А потом? Кончили деньги. Я. Не все. Забавили потом эти дагинцы там на вокзале. Я до вокзала поехал. Тебе подошли на вокзале в Астрахани. Да. Они говорят, поехали, говорит, на кирпичный завод. Смотри, вот знаешь, мне что очень интересно, в Каспийский кирпичный завод как попал? Это вот был такой завод с большими кирпичными цехами, да? Да. Да, вот этот? Да. Это, знаешь, что за завод? Это самый старый кирпичный завод республики в Каспийске. Да. Там еще... Он сейчас Раджаву принадлежит Магомеду. Да? Мы оттуда летом 17 человек забрали. И дальше 18 лет ада, тяжелого труда за еду, выбитых зубов, сломанных пальцев и унижений. Вера Николаевна? Здравствуйте, меня зовут Алексей, есть движение «Альтернатива». Я хочу сообщить по поводу вашего сына Сережи, который в Дагестане был долгое время. Дело в том, что мы сегодня его освободили из села. Мы занимаемся освобождением людей с трудового рабства. Он сейчас у нас дома находится, он послезавтра поедет в Москву, вместе со мной, потом его отправим домой в Мурманск. Да. Сергея освобождают только в 43 года. Отсюда мораль: не стоит выпивать с незнакомцами, а лучше вовсе не выпивать. Через минуту я покажу вам, как нас контролируют в офисе и даже дома. Вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем за нами следят на работе? Уже нормой стало наличие камер в офисе и средств, которые мониторят вашу работу за компом. Смотрят, как часто вы кликаете мышкой, делают скриншоты рабочего стола в рандомное время. Все ради того, чтобы нас контролировать. А нужно ли это вообще? Главный вопрос вот в чем. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена. Исследования, опубликованные в журнале Personal Psychology в 2023 году, четко показывают, что контроль не дает никакого прироста производительности, а лишь повышает стресс сотрудников. Нет, конечно, с другой стороны, такие средства контроля помогают собирать статистику там, где она необходима. Где-нибудь в медицине или в финансовом секторе. Да и то статистика нужна целевая, а не слежка за сотрудниками. Есть такой закон Гудхарда, который говорит, что как только метрика становится основной целью, изначальный результат труда уходит на второй план, а главным становится симуляция работы. Я не хочу работать. Хочу весь день стучать по кружке. Дергать мышью вместо того, чтобы выполнять задачу, или придумывать себе несуществующие задачи, чтобы делать вид, что вы увлечены работой. Поэтому, когда ваш начальник будет приставать к вам с какой-то тупой отчетностью, или, не дай бог, будет говорить, что вы пройтись и не выполняете KPI,
покажите ему статью на Википедии про закон Гутхарда. Или лучше пошлите его сразу и увольняйтесь, если есть такая возможность. Не бойтесь, скорее всего, это не самая важная, нужная и вообще единственная работа в мире. Обожаю истории про увольнение. Они мне дарят иллюзию контроля и надежду. Однажды я тоже так смогу. И вы даже не представляете, какой эффект на нас оказывает вся эта слежка и бюрократия. Как думаете, сколько часов вы дарите бесплатно своему работодателю каждую неделю? Вот тут и узнаем. Довольно большое количество исследований и опытов подтверждает, что если дать работнику определенную свободу, то поставленные задачи будут выполняться эффективнее и быстрее. Например, опыт, проведенный в Microsoft Japan в 2019 году. Когда им ввели 4-дневную рабочую неделю, по итогу производительность выросла аж на 40%, а счета за электричество упали аж на 23%. И заметьте, это без всяких «ой, подойди ко мне на секундочку, посмотри» в конце рабочего дня, там, например, после 6. По данным ADP Research Institute, в 2024 году в Европе в среднем 6,8 часов в неделю тратится на неоплачиваемые задачи в нерабочее время. Почти 7 часов времени даром. Ну, конечно, совсем без контроля нельзя. Просто никто ничего делать не будет. Но вот разумно и с доверием относиться к сотрудникам – это же другое дело. Хотя кого я обманываю? Скажите, у вас был когда-нибудь начальник дебил? Мне скоро писать твою характеристику, милый. И я с удовольствием влеплю тебе большие жирные минусы. Отношение к работе – дерьмо. Исполнительность – дерьмо. Управленческие качества – дерьмо. Не врите, у каждого хоть когда-то такой попадался. Такое воплощение синдрома вахтера, знаете. Ну, если у вас не было, у меня для вас плохие новости. Возможно, вы и есть этот начальник. И, как я уже говорил в предыдущем видео на эту тему, выйдет подсказочка, обязательно посмотрите, оно крутейшее. Все эти способы порядка и контроля за работниками нужны больше для самоэксплуатации. Чтобы каждый из нас сам себе был надсмотрщиком. Ведь есть же правила, а правила нужно выполнять. А по итогу все доходит прям-таки до безумных вещей. Например, на складе компании Amazon в 2018 году сотрудники боялись тратить время на походы в туалет, потому что компания вела очень жесткий учет времени и штрафовала. И работники справляли нужду в бутылке. Ими были забиты все склады. Представьте, как это унизительно. И это не самое большое унижение, что встречается в наше время. Расскажу вам парочку примеров по-настоящему ужасных случаев, чисто для саморазвития. В 2018 году в Гуанчжоу в компании, которая занималась строительством, за невыполнение плана работников выставляли перед офисом, прям в шеренгу, и били ремнем, брили наголо, заставляли есть тараканов и пить мочу. Или, например, другой случай. В Пекине в 2016 году в фирме по продаже оборудования для домашнего пивоварения каждое утро с 9 до 9:30 утра сотрудниц тоже выстраивали в шеренгу и заставляли целовать в засос босса. Как бы для укрепления корпоративного духа. А вы знаете, что всем этим уродам за эти издевательства было? Вы поистине удивитесь. Но пока попридержу интригу и расскажу чуть позже. Понимаю, но, пожалуйста, оставьте свою злость при себе. Она вам еще понадобится. Чтобы видеть картину целиком, разберем еще один важный факт. Есть еще один аспект в нашей с вами работе, о котором хоть раз грезил каждый из нас с вами. Это работа на удаленке. Вокруг удаленки куча мифов. И, к сожалению, большинство смотрят на нее неправильно. Помните локдаун 2020 года, когда весь мир сидел по домам? И все работали на удаленке. Напишите, если вы до сих пор с тех пор на удаленке. Интересно посмотреть, сколько таких везунчиков. Всем привет, меня зовут Максим, и у меня синдром удаленки. Когда я приступал к работе в 9, а в 9:01 я уже был уставшим. Это очень сложно объяснить, если вы работаете из офиса. Так вот, казалось бы, весь мир открыл для себя то, что для полноценной работы совсем не обязательно вставать рано и толкаться в душном и тесном общественном транспорте.
Да и в принципе можно чилить на пляже и в какой-нибудь теплой стране и при этом работать. В России почти 1,5 миллиона человек работают удаленно. Звучит как сказка. И, казалось бы, отличное решение. Как минимум на 2 часа больше свободного времени в день, которое раньше уходило на дорогу. Но почему же все работодатели не переводят всех сотрудников на удаленку? В плюсе же все. Работодатель не платит за электричество и аренду, а работник не прожигает свою жизнь впустую в дороге. Есть целая куча исследований, которые показывают, что работоспособность на удаленке не снижается, а где-то даже возрастает. Да, конечно, есть отрасли, в которых удаленка невозможна по определению. Но основными причинами, почему офисы не переводят на удаленку, это страх схлопывания рынка аренды коммерческого жилья и старый добрый контроль. За работником проще смотреть, чем доверять ему. Ведь как ты на него повесишь дополнительную работу, если ты не видишь, что он делает? Мало ли, он нашел креативный подход, сделал работу за полдня, а остальное время отдыхает. Никакая креативность и изобретательность работника никогда не будут стоять на одной чаше весов с эксплуатацией и контролем. Но, может, все-таки есть выход? Казалось бы, да, есть идеальный вариант. Это гибридная занятость. Когда ты часть недели работаешь в офисе, а часть удаленно. В 2024 году на сайте Trip.com опубликовали исследование, которое показало, что при гибридной работе производительность труда вообще никак не падает. Даже поднимается, по их оценке на 1%. Это так, корреляция. Текучка кадров на гибридной занятости уменьшается на 33%. И да, у многих компаний гибридный формат означает, что из дома ты можешь работать только один день. Обычно в пятницу. Компания, по сути дела, ничего не теряет, но выглядит престижнее, чем другие, потому что у них же есть гибрид. А гибрид по факту чисто номинальный. И все это ради старого доброго контроля над работником. Помните, я обещал вам рассказать, как удаленка спасла Ирландию от голода в 19 веке? Это, конечно, немного притянуто за уши, но действительно в Ирландии с 1845 по 1852 произошел неурожай картофеля, который составлял основу рациона питания для людей. И начался ужасный голод, из-за которого умерло почти 12% населения страны. Благотворительница Кассандра Хэнд в 1847 году запустила массовую программу по обучению женщин вязанию крючком кружев. Женщины вязали эти кружева дома и централизованно сбывали в страны Европы и Америку и получали дополнительный доход, что помогало прокормить их семьи. Кружево в те времена ценилось очень дорого, почти как ювелирка сейчас. В прошлом ролике я разбирал, как страшно переработки влияют на наше здоровье. Помните, например, что из-за переработок выше 55 часов в неделю риск инфарктов повышается на 35%. И дальше я расскажу, какими последствиями это грозит нашей психике. Вы и представить себе не можете, как на нас действует работа и в особенности переработки. Под прошлым видео была масса комментариев, где вы говорили, что работаете по 55, 70 и даже 120 часов в неделю. И если подумать, это просто ад. В 2011 году в Британии было опубликовано исследование, которое показало, что каждые плюс 10 часов в неделю сверх принятых 40 повышают риск депрессии почти на 20%, а тревожности почти на четверть. При работе 55 часов в неделю риск депрессии повышается аж на 66%, а тревожности на 74%. И так же, как и в примере с инфарктами, риски у женщин выше, чем у мужчин. Все по той же причине. Женщины больше занимаются домашним хозяйством. Самую подробную корреляцию переработок и психологических расстройств я нашел в Японии за 2024 год. Там зафиксировано 883 признанных случая психических расстройств. И 79 из них с суицидальными попытками. И не мне вам говорить, какие травмирующие психику вещи могут происходить на работе. Помните те 2 случая в Гуанчжоу в 2018 году с мочой и тараканами, и в Пекине в 2016, где работницы целовали начальника? В первом случае были задержаны всего на 10 суток 3 менеджера, им вменялась статья за оскорбление. А в деле с боссом-извращенцем вообще ничего не было. Только 2 девушки со скандалом уволились. А сколько такого замалчивается? Неудивительно, что люди буквально с ума сходят на работе. И самое страшное, что страдают молодые люди.
В 2015 году сотрудница Денсу, 24-летняя Мацури Такахаси, покончила с жизнью в общежитии компании. Трудовая инспекция признала этот случай производственным из-за чрезмерных переработок. В первый год у нее было свыше 100 часов переработок в месяц. В отчетах фигурируют оценки до 105 часов. Вот ее последнее сообщение матери. «Жизнь и работа невыносимы. Мама, не вини себя. Ты лучшая». Друзья мои, мне тут сложно что-то еще добавить. На самом деле ситуация гораздо хуже, чем мы можем себе представить. Друзья мои, нас с детства лишают свободы, пока мы этого не замечаем. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Заставляют выбирать профессии, которые мы не хотим. Да и, в принципе, в 16-17 лет сложно принять осознанное решение, чему посвятить всю оставшуюся жизнь. Жизнь, где по 9 часов в сутки нас контролируют, чтобы уличить момент, когда мы расслабились, и нагрузить еще сильнее. Есть даже такой англоязычный термин – role creep, или расползание обязанностей. Это когда, например, в компании уволился сотрудник. Вас попросили на время взять его обязанности, и как-то так получилось, что сотрудника на место так и не нашли, а его обязанности стали вашими. Знакомо вам такое? Всю жизнь мы находимся в иллюзии выбора. И, если честно, я уже жалею, что снял этот ролик. Ведь может быть легче находиться в незнании, а? Счастье в неведении. Основной мой тезис не в том, что работа сегодня – это точная копия рабской плантации 18 века. Нигеры тут не ходят! Нигеры бегают! А в том, что логика отношений к работнику во многом похожа на рабовладение. Например, рассматривать человека как ресурс, который нужно контролировать. Выжать его до предела и не дать возможности диктовать условия. Да, на нас не надевают кандалы. Зато придумывают как бы золотые наручники, кредиты, ипотеки, да и даже банальные социальные одобрения. Знали бы вы, сколько я в свой адрес дерьма всякого выслушал, потому что я блогер, а не на какой-то нормальной работе, как все работаю. Хотя я вам скажу, что не знаю, как у популярных блогеров, а мне приходится въебать раза в 2-3 побольше, чем тогда, когда я работал инженером в офисе. Да, нас не принуждают работать под страхом плети. Но попробуйте не выйти на работу, когда требует начальник. Очень быстро убедитесь, что у страха потерять зарплату силы ничуть не меньше, чем у плети. И да, многие из нас формально могут уйти. Но, как вы понимаете, зачастую это прыжок из огня в полымя. Разницы, что на одной работе, что на другой, особо нет. Также еще стоит признать, что не всем работа в тягость. Есть люди, которым повезло, и у них интересное дело, классный руководитель и простор для роста. Они не чувствуют себя рабами, они скорее ремесленники по призванию. Таких немного, но они есть. Работа должна приносить радость, и это правда. Однако проблема в том, что система в целом настроена не на радость работника, а на выгоду владельца. И если где-то интересы совпали, ура! Но чаще такого не бывает. Массовое недовольство работой тому подтверждение. Да, между наемным работником и рабом есть разница. Хотя бы наличие зарплаты и некоторых свобод. Но сходство тоже пугающее. Зависимость, эксплуатация и отчуждение. И тут, по сути, нет какого-то универсального средства, как это все исправить. Важно бороться за свои права и не прогибаться под непрописанные в договоре требования и держаться вместе. Пожалуйста, ни в коем случае не подсиживайте коллег на работе. История показывает, что трудовые права всегда выбивались самими рабочими. Возьмите хоть 8-часовой рабочий день, хоть отпуск, хоть выходные. За все это устраивались настоящие бои. Значит, и сейчас нужно заявлять о проблемах, а не замалчивать о них. Моя работа в основном состоит в том, чтобы скрывать свое презрение к говнюкам-начальникам. И как минимум раз в день подрочить в мужском туалете, мечтая о жизни, которая бы не так напоминала ад. Сергей Хлевной выжил потому, что нашлись люди, которые вытащили его из буквального рабства. Да вот я вам приехали с Москвы, есть люди. Они вот меня забрали оттуда, это где я сейчас был. Потому что туда не звони, и кто тебе будет звонить, туда вообще этот номер не давай, хорошо никому.
Мы с Алексеем, завтра уже уезжаем с Махачкалы в Москву. Женщины в Ирландии спасли свои семьи благодаря тому, что объединились. В конце концов, общество, да и вся экономика в целом, это же мы с вами. Без нас никакие алгоритмы и роботы не заработают. И если массово сказать «нет» тем условиям, что нас не устраивают, работодателям придется меняться. Это не призыв всем зайти на баррикады. Скорее, это призыв к эволюции сознания. Хорошо бы перестать считать нормальным то, что нормальным не является. Ну а пока перемены назревают, берегите себя. Помните, работа не волк, в лес не убежит, и жизнь дается не только для того, чтобы закрывать KPI. Если чувствуете, что ваша работа превращает вас в раба, остановитесь и оглянитесь. Может, пора ее менять? Похоже, вы совсем не заинтересованы в том, чтобы сохранить свое место. Брэд, 14 лет я был шлюхой в рекламной индустрии. Единственный способ спастись для меня — это взорвать компанию. И вот вам вопрос. Дорогие зрители, особенно те, кто досмотрел до этого места на работе, чувствуете ли вы себя свободным в своей работе или нет? Что для вас было самым рабским проявлением в вашей трудовой жизни? Пожалуйста, делитесь историями в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вам не сложно. Можете задонатить мне на Бусти, если вам понравился ролик. Держитесь там и помните, мы стоим столько, сколько готовы сами о себе заявить. Свободу нельзя подарить, ее можно только взять. Будьте на связи и берегите свои нервы.